Евгений, знаете, я слушаю ваших гостей. Уважаемые люди когда-то были зампредами Государственной Думы, доктора наук, уважаемые люди культуры. Неужели не готовы вы по-честному сказать, вот после вчерашнего, допустим, того, что произошло в Соединенных Штатах Америки, Россия в лаптях ходит. Россия осталась просто на дне. Вы имеете в виду рекордного падения биржи, рекордных потерь экономики? Я имею в виду полета компании Илона Маска и вывод на околоземную орбиту его автомобиля. То, что Шувалов сегодня, ваш первый вице-премьер, не перебивал, заявил о том, что мы должны ориентироваться на Илона Маска. Какую околоземную орбиту, простите, он вывел его на Марс, да, его отправил, но только там до 12 часов. Марса, но это Короче, они сами признали, что у них провал с этим пуском, потому что у них не сработало 2 из 3 На 100 метров отлетело в сторону, 2 приземлились в порядке. Иными словами, мы с вами в пещерном, в каменном веке находимся. Не перебивайте, пожалуйста. Сергей, вот вы говорите, что санкции нам помогли, мы везде выросли. Резервный фонд ваш вырос? 0. Итак, дальше. Фонд национального благосостояния закончится к концу 2019 года. Так, и я об этом давайте писал по статью. пунктам. Насколько увеличились международные ресурсы за месяц в России? Значит, послушайте статистику Цифру, 2017 года. Господи, цифру назовите. Еще раз. За месяц насколько увеличились международные резервы Российской Федерации за последний? 1 января, 1 февраля. Думаю, что миллиардов на 20 в связи с повышением. 17 миллиардов, да, вы об правы. этом я и говорю. О чем вы нам теперь Не перебивайте, говорите? пожалуйста. Дайте я закончу, Ну пожалуйста. так говорите правду, Все эти деньги пошли цифрами. куда? Пошли в ваши Соединенные Штаты Америки. Итак, инвестиции прямые в прошлом году. В прошлом году. Да ваши. Ваши дети там учатся, вы это знаете. Или где? В Англии учатся. Уже не учатся. Итак, уже не учатся. Скажите на всю страну, что Какая уже не разница? учатся. Какая Итак, разница? прямые инвестиции, друзья мои, упали на 40%. Отток капитала по 2017 году на 30% увеличился. О чем вы говорите? Вот об этих ребятах? Эти ребята дрожат сейчас, подают заявление на вид на жительство в Швейцарии. При этом тот же самый Абрамович покупает четвертую квартиру на Манхэттене. В Нью-Йорке покупает. Никита, это наши деньги с вами. Фамилии, и желательно, чтобы были хоть какие-то фактологические подтверждения. Все, что есть, пока опровергается. Роман Аркадьевич Абрамович это делает. Покупает четвертую квартиру в Швейцарии. Уверен, что очередные яхты и так далее. Вы сидите и на им швейцарском Манхэттене, вероятно. И при этом Шувалов Игорь Иванович позволяет себе говорить то, что наши мозги у наших молодых людей лучше, чем в Соединенных Штатах Америки, ориентируйтесь на Илона Маска. Хоть в этом он что-то понимает в конце. Слава богу, Игорь Иванович Шувалов, который тоже под такими же санкциями находится. Вопрос это к этим чиновникам. Ну, в лаптях, и дальше что? Я к тому, что в лаптях никто с нами разговаривать не будет, потому что мы остались там, развалив свою экономику. Вы говорите о Рейгане. Рейган и Советский Союз были практически в паритете в тот момент. А мы сейчас 1 к 18 с Соединенными Штатами Америки. И поэтому они в своих санкциях эффективны. Что мы можем противопоставить сейчас Соединенным Штатам Америки? Последнее, секундочку. Сергей, последнее, о чем вы говорили, о космосе, что они летают туда, и мы им позволяем летать. Так вот, вывод на ближнюю орбиту сейчас 1 тонны составляет 1 килограмма, 1400 у Илона Маска долларов. У нас 2800. А сколько он вывел? Что, он начинает выводить сколько он вывел сейчас. на орбиту? Сколько он вывел тонн на орбиту? Евгений, в 2010 году доля коммерческих запусков Роскосмоса... Дайте Никите отработать контракт рекламный еще с раз, Маском. еще раз, в 2010 году... Не дадим. Дайте закончить. Свои рекламодатели есть. В 2010 году доля коммерческих запусков Роскосмоса была 57% в мире. В 2017-м 15%. В этом году прогнозируется 10%. Мы развалили космическую отрасль, которой вы последний гордитесь. Вы говорите о ВПК. Что мы делаем? Вместо того, чтобы создавать что-то, мы бомбим в Сирии, а получается, что еще и нас бомбят. Что происходит в переговорах на Украине? Вы говорите, нас давят и душат. На Украине происходит то, что нас фактически провалены. Кто говорит, что нас давят и душат? Что, на Украине? Давят что, Волкер с Сурковым о чем-то договорились? Волкер давит Суркова, если можете это представить, чтобы Суркова кто-нибудь давил вообще? Нам показывают законы, которые они принимают, где мы агрессоры, и мы ответить не можем никак. По Северной Корее посмотрите. Вы обещали завершить.
Да, вот. Я завершаю. Так. По А вот Северной у нас Корее. говорят, свободы Никита слова Олегович, нет. и про фамилии, Говорят, а да. то как-то Говорят, соскочили не с могу самой остановить. любопытной Смотрите. темы. Две Говорят, у фамилии нас- назвал. Говорят, у нас Я гайки хочу закончить. закручены. По Как Северной это может Корее быть? нас Центральный выкинули из канал. переговорного процесса. Где Нас, это где вы вообще? разъезжаете, Сергей, по всему миру. Везде вы ездите как международный эксперт, представитель Госдумы. Выкинули оттуда. Потому что мы ни с Китаем не договорились, ни с США не договорились. Меня никто И не сидим в выкидывал. Вас полупозиции. выкинули, что ли? Так вы Где? плохой эксперт. Понятно. Ну, Давайте Да. разбираться. А Ксения Собчак ездит, либеральную туфту прогоняет про двойной референдум, Они да? говорят, что у нас гайки закрутили. Смешно сейчас как бы говорить о том, что есть как бы какая-то ситуация, где мы в лаптях. Если вы говорите о том, существуют Не, ли у у нас вас проблемы, ботинки, Сергей, существует ли у нас проблемы в А у стране? вас Конечно, плохие. существует. У меня плохие. И национальные резервы растут. На самом деле то, что два американской экономике. фонда объединили, то, что на самом деле в этом году, в того, как текущем один году, я не закончился. перебивал. То, что в А это текущем, неправда, я не перебивали. перебивал. Мы на самом деле готовы выйти на безубыточность нашего бюджета, при том, что на самом деле пополняются При том, наши что у нас суверенные пенсия фонды. 13 Это Дайте история, договорить. которой А пенсионеры нету платят ни у только одной 5 другой тысяч. большой страны мира. Если вы, как эксперт, готовы в чем-то помогать, давайте свои предложения, Я а не о вам лаптях даю, говорите. это вообще А вам на самом деле, вам просто Принесите интересно воды, только, собственно Никите говоря, Олеговичу, у контролировать него колдовство словами. какое-то, да. Ольга. Потому что американская политическая элита, она, в общем, ничего не поняла из того, что происходило не только в последние 18 лет, но, я думаю, что в последние 25 лет. Академическое сообщество пытается им это объяснить, но получается пока плохо. А беда в том, что с ними еще придется вести диалог. А вы верите в то, что вы говорите? Вы серьезный Да, я политолог? верю. Вот серьезно, политики, Николай Ильич. американские элиты ничего не понимают, только управляют Это всем миром. вообще, это вот вам адресовано, Не то, что здесь привлекая написано, внимание санитаров. что не разбираясь, не надо лезть в Про Россию. санитаров Вот лучше что. вообще не говорить. Да? Вот сегодня в этой программе мы увидели, какой контроль над СМИ, он недостаточен. Посмотрите наш оппонент, Уважаемый господин Никита Исаев, который просто яркую речь, антипутинскую, антигосударственную, Антигосударственную? антинациональную, абсолютно, понимаете? кажется, вы И еще занимаетесь плюс к этому, пустобрёдством, еще плюс к этому просто русские пустобрёдством. лапти. Так, И Русские спокойно. лапти, Государственная русские позиция. лапти. Лапти. Наш национальный, так сказать, символ нашей идентичности. Он, то есть он подверг еще оскорблению русскую, так сказать, историю. Так сказать, Понимаете? историю. И это все. Чем больше они будут пытаться нас демонизировать, тем больше они на самом деле будут нас объединять. Где-то даже вынужденно, когда разные люди будут понимать, что на самом деле их не услышат. Никита, вы просто с отечеством ошиблись. Пожалуйста, помолчите. Да. Я считаю, Кто что ошибся, Сергей, так это вы. очень